Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Загадывайте себя, думайте о себе. Посмотрим, что для вас стучит, гремит, дверь откроет. На сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит. Решение какое-то будете приняли, которое тяжело вам, может быть, дается, но вы что-то будете делать. То есть здесь что-то связано с мужчиной. Мужчина здесь, кстати, будет к вам проявляться. С этим человеком на сегодняшний день какие-то сложные отношения, либо вообще не общение, но мужчина здесь будет проявляться. Вы будете думать, нужен он мне или не нужен. Вот так вот. Гремит. А вот и сам мужчинка гремит. Мужчинка здесь в вашу сторону гремит, здесь о вас как бы думает, но знаете, как состояние какого-то покоя. Так, сегодня думаю, завтра не думаю, сам не знаю, что хочу. И вы здесь тоже, знаете, как и вроде бы жду, и в то же время надоело ждать. Вот так вот здесь. Дверь откроют, а дверь откроют перемены какие-то, обновление какой-то ситуации, в которой вам нужно полегче отнестись. Все связано с вашим каким-то мужчинкой, которого вы ждете, вы уже устали ждать. Возможно, было как-то не очень все серьезно, непонятно, и вас это смущало. Но здесь обновление идет. Мужчина здесь как повзрослел, поумнел, что-то в голове перестроилось, и мужчина здесь решил для себя проявиться. Причем мужчина здесь очень много размышлял, и ему в одиночестве вас не хватало. Вот так вот. Здесь проявится совершенно неожиданно. На сердце. А на сердце какое-то такое, знаете, зажатое состояние, где-то может быть даже некая отрешенность, состояние какого-то такого, знаете, вот состояние немножко сдержанности, я бы сказала. Хотя не чужды вам какие-то теплые эмоции, но ощущение того, что вы где-то там вся уставшая, несчастная, вам надоело. Вы здесь пытаетесь, может быть, как-то что-то ситуацию провернуть в вашей жизни, вот как я хочу, мне вот так вот надо, может быть, даже где-то и дерзите окружающему миру, но в то же время на сердце вы все-таки ждете проявления мужчины, возобновления отношений с мужчиной. Мужчина здесь, возможно, огненной стихии. Есть такая вероятность, либо очень достаточно такой харизматичный, сексуальный парниша, не обязательно и огненный. Под сердцем. А под сердцем хочется какой-то стабильности, знаете, удовлетворенности какой-то хочется. Очень много мыслей по этому поводу. Да, хочется стабильности, удовлетворенности, какое-то, знаете, состояние покоя, вот такое вот вам хочется под сердцем. И под сердцем все-таки, да, ждете проявления мужчины, который вам предложит какое-то приятное времяпровождение, какую-то радость предложит. Вот мужчинка здесь на расстоянии, да. Мужчинка здесь очень сдержанный, но вы ему не безразличны. Но он умеет закрывать свои чувства. И сердце успокоит. А вы не верите, что вам что-либо сердце успокоит. Вы считаете, что все, пиши пропало. Ну нет, сердце ваше успокоится. Будет проявление этого человека, причем он проявится очень странненьким образом. И вел себя до этого, как я говорила ранее, достаточно так поверхностно, неопределенно, непонятно. Мужчинка здесь проявится, но не говорю, что здесь прям такой вот, знаете, в оборот берущий. Нет, проявится-то проявится, но будет немножко некая сдержанность. Но благодаря вашей мудрости, терпению вы наладите ситуацию, наладите контакт и выведете ее в какие-то такие благоприятные обстоятельства, благоприятное времяпровождение. Но вам нужно правильно подойти к данной ситуации и не колебаться, получится или не получится. Здесь ожидает, кстати, очень даже приятное свидание вас. Вот так вот.